Привет, мои дорогие! Вы на канале Школа вязания с Катериной Мушин. В сегодняшнем видео мы начинаем вязать весенний кардиган способом реглана от воротничка. Значит, мы начинаем с воротничка, добавляем 4 линии реглана. Каждая линия реглана это 5 петелек. Вяжем полупакетной резиночкой. Так, способ вязания у нас сверху вниз, обязательно с ростком и V-образной горловинкой. Вот такая V-образная горловина получается. И росток примерно около 4 сантиметров. Значит, такая горловинка подходит на все размеры до 2XL. Больше уже вам нужно и росток больше на 5 сантиметров. И здесь я по ширину тогда добавила. Все расчеты я сейчас показываю, как я буду делать. Вязать я буду все из пряжи на кокалико. Значит, смотрите, здесь 50% хлопок, 50 премиум акрил, 100 грамм, 245 метров. Значит, цвет у меня 11452 пепельно-розовый и молочный. Это 3782. Так, вяжем все. Я вязала спицами 3,25, но вязала достаточно свободно. Если вы вяжете плотно, берете спицы 3,5 мм. Дальше плотность вязания. Так, я образец уже где-то потеряла, поэтому покажу вот так. Плотность вязания у меня получается в таком обычном виде 20 петель в 10 сантиметрах. То есть в 1 сантиметре будет 2 петли. Значит, почему таких два цвета? Сам кардиган будет вот такой полосочками. Это у меня заказная вещь. Заказали именно полосочками. Полоски примерно по 20 сантиметров. Первые 10, остальные по 20. Но только не способом то, что здесь, а именно регланом. Одновременно плотность мы проверяем на пакетной резинке. То есть вот здесь у нас не будет та же плотность, что на резиночке. Значит, воротник и планка идет в ширину у меня 4 сантиметра без кромок, не считая кромки. Длину как мы рассчитываем? Значит, длину данная планка должна быть так, чтобы она была от косточки до косточки. И то вот так она будет в растянутом виде, то есть здесь было немножко свободно. Также в сантиметрах это считаем так. Смотрим, какую вы хотите окружность. Значит, смотрите, у меня будет немножко V-образная горловинка. Вот примерно так. Вот. И это будет 55 сантиметров. То есть вы можете и так себе проверить. Вот 55 сантиметров. Так, окружность горловинки. Так, все расчеты мы будем делать как при обычном реглане. Итак, рисуем круг, горловинку нашу, 4 линии реглана. Значит, всего горловинка 55 сантиметров. На каждую линию реглана мы себе отдаем по 5 петель в моей модели. Так, сначала переводим сантиметры в петли. 55 умножаем. У нас в 1 сантиметре 2 петли. Так? Вот. Значит, мы умножаем на 2. Итого мы должны набрать здесь 110 петель. Так, теперь 110 отнимаем 4 раза по 5 петель. 5 на 4 это 20. Остается у нас 90 петелек. 90 делим на 3 части, разделить на 3. По 30 петель. 30 нам не подходит, мы берем 31 петлю. 31 на спинку, 31 наперед. Так, последние 30 делим на 2, это по 15. 15 и 15. Уже на 2 петли больше, но вам это не важно, так как вы все равно на эти 110 дальше не рассчитываете. Так. Дальше, если мы будем вязать короткими рядами, вот туда-сюда, то есть росток короткими рядами, значит, нам изначально нужно пересчитать, сколько это будет рядов. Если здесь 15 петелек, мне удобно будет добавлять по 2 петли, итого я вяжу 16 коротких рядов. Одну петельку, затем каждый раз по 2 петли. Вот так. Это будет росток на 16 рядов. 16 рядов ростка. Прибавки с каждой стороны каждой линии реглана в этом узоре я буду делать в каждом 4 ряду. Значит, за 16 рядов я сделаю прибавку 4 раза. Значит, здесь плюс 4 петли, на рукав плюс 4 петли.
с этой стороны на спинку плюс 4 петли и на рукав плюс 4 петли. Значит, пока я свяжу спинку короткими рядами, а вот здесь я не буду вязать, значит и прибавок не будет, у меня спинка будет на 8 петель больше, чем перед. Чтобы такого не было, и у нас была спинка равна переду, мы изначально вот то, что мы посчитали, 31, отнимаем 4, так, и оставляем здесь 27 петелек. Если бы мы вязали вот по кругу, мы бы к переду прибавили эти 4 петельки, плюс 4. Получили бы перед, если бы изначально набирали 35 петель. Пишу для того, чтобы вы видели разницу, что действительно 8 петель будет разница. 35 минус 27, 8 петель разница. Так, ну теперь нас интересует только рукав, спинка и рукав. То есть вот эти все петельки нас не интересуют. Мы их будем вот так прибавлять, но изначально мы считаем как для классической линии реглана. Значит, дальше. Вот 5 петель с каждой стороны у нас линия реглана. Значит, смотрите, спереди я беру кромку, и именно кромка у нас будет петлей линии реглана. Плюс там 5 петель, нужно хотя бы, чтобы 2 петли. Значит, из кромки сделаю прибавку. Вот здесь плюс 2 петли. И здесь плюс 2 петли. Значит, набирать нам нужно будет только сюда 3 петельки. На вот эту рассчитывать на линию реглана не все 5, а здесь только 3 и 3. А еще по 2 мы заберем кромка плюс прибавка. Итого, сколько у нас всего должно быть петель? Считаем. Начинаем. 3 петельки плюс рукав это 15, плюс линия реглана 5 петель, плюс спинка 27, плюс линия реглана 5, рукав 15 и последняя линия реглана 3. 73 петли нам нужно будет набрать от воротника. Значит, воротник я вяжу в такую длину, чтобы у нас здесь было 73 кромки. Как я, вот такие кромки. Так как я из крайних петель буду делать прибавку, то я провяжу еще плюс 4 ряда, да, плюс по одной вот этой кромке с каждой стороны. То есть буду из нее делать прибавку, вязать вот эту петельку, а затем подбирать петельки, вот 73. То есть на 4 ряда больше, по 2 в каждую сторону. Вот. Итого, чтобы получить 73 рубчика плюс 2, 75 рубчиков, нужно 75 рядов в одну сторону, 75 рядов в другую сторону. Вот 150 рядов всего провязать. Так, берем небольшой конец нити и оставляем его вот так вверху. То есть вверху у нас короткий конец, примерно сантиметров, давайте 30. А внизу у нас конец от моточка. 2 спицы ставим тоже вместе. Набрасываем нить на верхнюю спицу. Вот так. Видите? Теперь верхней нитью обхватываем нижнюю спицу. Мы получили на каждой спице по одной петельке. Продолжаем набирать петли. Нижней нитью обхватить верхнюю спицу. Верхней нитью обхватить нижнюю спицу. Все против часовой стрелки. Продолжайте нижнюю, верхнюю, верхнюю, нижнюю. Вот уже по 3 петли. 1, 2, по 4. И продолжаем 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. У нас по 14 петель на каждой из 2 спиц. Значит, вот эта лицевая сторона мы поворачиваем вот другой стороной, где у нас рубчик. Короткий конец вот так подтягиваем, чтобы они перекрестились у нас ниточки. Вот. И теперь нижние петельки вытаскиваем, переводя их на леску. Их мы вязать не будем. Вязать будем только верхние петельки. Так. Значит, я вяжу все петли лицевыми после такого набора, включая первую петлю. Вот лицевая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Так, не довязали. Вот 14 тоже лицевая, видите? Эти мы не провязываем, работу поворачиваете. Следующий ряд, первую петельку снимаем, стянуть и вяжем
остальные лицевыми. Раз, два, три, четыре, так, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Так как первую мы сняли. Последнюю я буду всегда вязать лицевой. Ниточку оставляем сзади, поворачиваем, снимаем петлю, тогда ниточку назад и продолжаем вязать лицевыми. Вот так, из ряда в ряд. Мы должны провязать половинку нашей длины воротника, которую мы изначально с вами рассчитали. Вяжем так половинку. Вот последнюю лицевой. Снова оставили там ниточку, повернули, петельку сняли, ниточку назад, все лицевыми. Данное полотно вы можете вязать на всю длину сразу, но тогда у вас будет, вот смотрите, вот здесь вот полочка, вы все вот так обвяжете, с этой стороны полочка, и вот здесь на стыке вот у вас в одну сторону кромка и пойдет в другую, и этот вот стык некрасивый, он будет прямо вам спереди, то есть прямо на полочке. Если вы хотите, чтобы он был спрятан, это по центру спинки можно его спрятать. Сейчас вы отвязываете только половинку, дальше ниточку обрезаем, возвращаемся к наборному краю, вот наш наборный край, так, чтобы вязать именно эту сторону, где у нас был рубчик. Вот наш рубчик. Соединяем нить и продолжаем вязать в другую сторону. Первую сначала провязываем лицевой, концы перебрасываем друг через друга, таким образом зафиксировать. Остальные продолжаем лицевыми. Вот видите, на самом манжете у нас ничего не видно совсем, а вот на кромке видно будет, сейчас увидите. С другой стороны, здесь будет минус, что вам 2 лишние нити придется прятать. То есть смотрите, какой бед для вас меньше. Видите, вот рубчик, сейчас кромка пошла в другую сторону. Так, готова моя планка. У меня провязано 75 рубчиков, включая рубчик от наборного края. Значит, мы должны здесь набрать 73 петли. 2 рубчика помните дополнительно из кромок, которые мы не будем трогать. Снимаем первую петлю. Так, вяжем 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, значит, с-под петли мы достаем петельку, то есть из-под вот этой кромки. Значит, мы сейчас прибавку из нее делаем, а тогда следующую будем набирать. То есть мы из нее набирать не будем. Одеваю ее на левую спицу, провязываю лицевой, вот прибавка, затем кромку изнаночной петлей. Так. Вот прибавка из вот этой петельки. Значит, начиная со следующей, мы должны поднимать 73 петли. Так, я ввожу спицу в петельку, за 2 стенки обязательно подхватываю нить, вывожу. Вот, подняла первую петлю. И так из-под каждой петли 2, 3, 4 и так дальше. 73 петли я поднимаю по одной петле из каждой кромки. Так, 71, 72 и вот 73 петля у меня здесь. Последнюю петельку мы не подбираем. Вот 73 петли я набрала. Так, дальше следующую петлю, кромку, ту, что я вяжу изнаночной, а затем вот ту, что пропустила на ряд ниже, делаю из кромки, получается, прибавку, делаю ее лицевой и довязываю лицевыми еще 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Вот, готово. Все это мы выполняли с лицевой стороны. Поворачиваем в изнаночную сторону. Сейчас мы будем вязать уже по рисунку нашей резиночкой, плюс добавлять маркеры, таким образом определяя, где у нас регланные линии. Значит, первую кромку снимаем, 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Так, провязали 12. Ставим маркер. Эти петельки вяжутся платочным узором. Дальше наши следующие 5 петель, это будет регланная линия. Начинаем 1 изнаночная, 2 лицевая, 3 изнаночная, 4 лицевая, 5 изнаночная. Вот регланная линия. Ставим маркер. Дальше наш рукав, это 15 петель. Начинаем с лицевой. Лицевая 1, изнаночная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, подтягиваем петельки. 13, 14 и 15. Вот наш рукав, 15 петель. Ставим маркер. Следующие 5 петель, значит, закончила лицевой, начинаю изнаночная 1, лицевая 2, изнаночная 3, лицевая 4 и изнаночная 5. Это вторая регланная линия, снова маркер. Дальше спинка, на спинке 27 петель, начинаем с лицевой, лицевая 1, изнаночная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, подтягиваем. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27. Так, вот 27 петелек. Есть. Ставлю я маркер. Так, подтягиваем петельки. Так, третья регланная линия. 5 петель регланной линии, изнаночная 1, лицевая 2, изнаночная 3, лицевая 4 и изнаночная 5. Значит, ставим следующий маркер. Так, 15 петель нашего второго рукава. Так, лицевая 1, изнаночная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и лицевая 15. Ставим маркер. Так, 5 петель регланной линии, изнаночная 1, лицевая 2, изнаночная 3, подтягиваем петли. Так, следующая лицевая 4 и изнаночная 5. Последний наш маркер, 4 линия реглана. И заканчиваем 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Так, это мы вот провязали все с изнаночной стороны. Вот так у нас работа с изнаночной стороны. Вот так с лицевой стороны. Вот мы разделили петельки. 27, по 5 на каждую линию реглана, по 15 на рукав. И пока у нас только планка, 12 плюс кромка, вот на каждую полочку. Так, дальше будем вязать короткими рядами. Короткими рядами наш росток. Вот росток должна быть спинка. Вот так у нас. Значит, здесь у нас по 15 петелек. Я сейчас первый ряд вяжу все полностью петельки, затрагивая только одну петлю после регланной линии. Оборачиваю, поворачиваю, вяжу тоже, затрагивая только одну петлю. А дальше каждый раз буду добавлять по 2 петли. Таким образом, пока добавим по 15 петель, провяжем 16 с вами рядов. Нам обязательно нужно количество рядов кратно 4. Так как у нас в каждом 4 ряду будут прибавки. Не в каждом 2 на этот узор, только в каждом 4. Сейчас первый ряд. Прибавка будет у нас с каждой стороны, вот каждой линии реглана, кроме последней. Ее мы не довяжем. Затем, пока все мы выполним, будем довязывать, мы на последнюю тоже уже сделаем последний ряд, прибавки линии реглана сделаем. То есть у нас будут они в конце, чтобы вы за это не переживали.
Так, значит, первый наш ряд линии реглана мы должны провязать планку, рукав, всю спинку аж до второго рукава. Так, начали, кромку снимаем, 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Прибавляем лицевую петлю от регланной линии, то есть с уклоном вправо. Если прибавляется лицевая с уклоном вправо, мы левой спицей подхватываем ниточку вот так из протяжки. Вот так всегда подхватывается сзади наперед. Смотрите, правая стенка находится сзади, а левая спереди. Мы провязываем лицевой за переднюю стенку. Это прибавка лицевой петли с уклоном вправо. Переснимаем маркер, вяжем по рисунку. Значит, с лицевой стороны лицевые у нас провязываются на ряд ниже. Вот лицевая на ряд ниже. А изнаночные обычной изнаночной петлей. Лицевая на ряд ниже, изнаночная и лицевая на ряд ниже. Узор нашего линии реглана. Переснять маркер. После маркера делаем прибавку уже с уклоном влево. Если прибавка лицевой с уклоном влево, значит правой спицей подхватываем вот тоже так сзади наперед ниточку из протяжки. Одеваем на левую спицу. Теперь посмотрите, правая стенка находится спереди, а левая вот сзади. Подхватываем заднюю стенку и провязываем лицевой за заднюю стенку. Получили лицевую с уклоном влево. Продолжаем вязать по рисунку. Изнаночная, лицевая на ряд ниже. Изнаночная, лицевая на ряд ниже. И так каждую петельку. Изнаночная, лицевая на ряд ниже. Вот. Подтянуть петельки. Продолжаем. Лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже, перед маркером изнаночная. Вот вторая линия реглана. Снова прибавка с уклоном вправо. Левой спицей подхватить ниточку из протяжки, провязать лицевой за переднюю стеночку. Переснять маркер. 5 петель по рисунку. Лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже. Переснять маркер. Прибавка лицевой с уклоном влево. Правой спицей подхватить ниточку из протяжки, одеть на левую спицу, провязать лицевой за заднюю стенку. Вот видите, снова мы прибавили по одной петле с каждой линии реглана. Так, дальше по центру. Петельки спинки. Провязываем по рисунку. Изнаночная, лицевая на ряд ниже. Лицевая на ряд ниже. Мы вяжем все петли спинки аж до маркера. Лицевая на ряд ниже и изнаночная. Третья линия реглана. Выполняем прибавку с уклоном вправо. Левой спицей подхватить. Левая стенка у нас спереди. Провязываем лицевой. Переснять маркер. 5 петель по рисунку. Лицевая на ряд ниже, изнаночная и 5-я лицевая на ряд ниже. Переснять маркер. Делаем прибавку с уклоном влево. Правой спицей подхватить ниточку из протяжки, вот, одеваем на левую, провязываем лицевой за заднюю стеночку, вот так. Затем петлю следующую провязываем по рисунку, одну петлю вот изнаночной. Все, остальные петельки рукава, давайте я вот так вытащу, будет удобнее, хорошо. Мы не трогаем. Здесь ставим контрастный маркер, вот. И работу поворачиваем. Значит, это был первый ряд. Выполнили прибавку. Выполнили 1, 2, 3. На 4-ю мы выполним в конце после ростка. Так, работу поворачиваем. Второй ряд у нас с изнаночной стороны. Так, первую петлю вы снимаете как лицевую. Стянуть. Дальше вяжем 1 изнаночная до маркера. Переснять маркер. 1 изнаночная после маркера. Вот 2 изнаночных здесь будет подряд. Лицевые не на ряд ниже, обычными лицевыми с изнаночной стороны, изнаночные. Лицевая, изнаночная. Переснять маркер. Продолжаем. Изнаночная, видите, до и после маркера у нас изнаночные петли. Лицевая, изнаночная, лицевая. Продолжаю вязать все петельки спинки. Вот, аж до регланной линии. Лицевая.
изнаночная. Так, с этой стороны давайте тоже как-то вот так, чтобы было удобнее. Так, лицевая, изнаночная, продолжаем вязать. Только спинку, только петельки спинки. Вот и изнаночная. Вот петельки спинки провязаны. Так, линию реглана вяжем, вторая изнаночная подряд, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная до маркера, переснять маркер и изнаночная после маркера. Смотрите, это прибавленная петля. И следующую провязываем лицевую. То есть мы провязали тоже одну петлю, не считая прибавленной, одну петлю мы провязали. Вот после маркера, одну петлю рукава. Так, здесь тоже ставим маркер. Если просто маркеры мы вот эти не будем ставить, прибавляя петельки, мы очень сильно будем путаться. Так, у нас здесь обрыв нити. Сейчас будем, кстати, добавлять новую. Поворачиваем вязание. Значит, прибавляется у нас в каждом 4-м ряду. То есть, если это лицевые ряды, то в каждом 2-м лицевом ряду. Вот 3-й ряд и 4-й без прибавок. Так, первую петельку снимаете, ниточка назад, лицевая, смотрите, следующая. У нас 2 лицевые подряд. Мы обе не можем провязать на ряд ниже. Поэтому ту, что мы прибавляли, мы просто провязываем лицевой. Переснять маркер. А регланной линии лицевая на ряд ниже. Так, изнаночная, лицевая на ряд ниже и изнаночная, лицевая на ряд ниже, регланная линия, переснять маркер, прибавленная петелька, просто лицевая, изнаночная, лицевая на ряд ниже, изнаночная. Значит, продолжаю вязать по рисунку все петельки спинки, где все лицевые выполняются на один рядочек ниже, а изнаночные просто изнаночными петельками. Я первые ряды вам абсолютно все петельки показываю. Может, кто-то считает, или кто-то просто потеряется, если остановлю и покажу уже конец. Значит, вот изнаночная, значит, прибавленная петля лицевая, не на ряд ниже, просто лицевой, переснять маркер, лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже, наша регланная линия, переснять маркер. Смотрите, вот конец нити, у меня здесь был просто обрыв. Так, я вот соединяю. Как соединять нити? Я вот просто ниточку 2 сложения провяжу петельку. Вот нитью 2 сложения, желательно, чтобы это была лицевая петля. Вот у меня как раз лицевая следующая. Вот видите? Все, перешла на новую ниточку, а эти буду в конце прятать. Я это все буду показывать в конце. Значит, вот мы эту провязали регланной линией на ряд ниже, эту обычной лицевой и довязали до последней петли перед поворотом, да, перед маркером. Здесь мы, чтобы не было отверстий, подхватываем нижнюю петельку, вот, одеваем ее на спицу, вот так. Вот одели. У нас по рисунку это изнаночная петля, значит, нить перед вязанием провязываем их как 2 вместе изнаночной, обязательно за заднюю стеночку. Вот. Затем убираете маркер и еще 2 петельки вяжете по рисунку. Лицевая провязывается на ряд ниже, изнаночная обычной изнаночной петлей и ставите маркер обратно. Вот. Все, это 3-й ряд. Работу поворачиваете, 4-й ряд. Первую петлю снимаем, вяжем по рисунку 1 изнаночная, так, 1 лицевая, 1 изнаночная, вот наша смена нити, сразу стянуть, переснять маркер, изнаночная до и изнаночная после. Так, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная до маркера, переснять маркер, изнаночная после. Значит, продолжаем так вязать. 1 лицевая, 1 изнаночная. Лицевые мы не спускаемся на ряд ниже, просто вяжем по рисунку. Значит, вот так быстренько довязываем до вот этой линии реглана второй. Так, лицевая и изнаночная. Переснимаем маркер. За маркером изнаночная.
до и после, лицевая, изнаночная, до, переснимаем маркер, изнаночная после. Так, вот до последней петли перед поворотом довязали. Теперь снова нижнюю петельку подхватываем, одеваем на левую спицу. Должна эта петелька быть лицевой, поэтому провязываем 2 вместе лицевой петлей за передние стенки. Так, убираем маркер. 2 петли по рисунку, изнаночная и лицевая. Ставим маркер обратно. Это у нас 4-й ряд. Работу поворачивайте. Так, следующий 5-й ряд. Опять мы выполняем прибавку. Видите, вот здесь уже прибавка не будет выполняться. Только рукав, спинка. Вот. С одной стороны. Так, начали. Первую петлю снимаем. Лицевую провязываем на ряд ниже, изнаночную, ту, что мы прибавляли раньше, лицевой уже на ряд тоже ниже, и прибавляем изнаночный. Смотрите, у нас прибавляется изнаночная с уклоном вправо. Когда лицевая с уклоном вправо прибавлялась, мы подхватывали левой спицей, а когда изнаночная с уклоном вправо, то подхватываем правой спицей. Правой спицей тоже вот всегда сзади наперед. Подхватываем ниточку из протяжки, одеваем на левую спицу, нить перевожу перед вязанием, вот за заднюю стенку провязываю петлю изнаночной. Так, вот изнаночная петля за заднюю стенку снять, переснять маркер. Дальше по рисунку 5 петель, лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже. Переснять маркер. После прибавка изнаночной с уклоном влево. Когда лицевая с уклоном влево, то правой спицей. Когда изнаночная, то левой спицей. Подхватываем ниточку с протяжки, тоже всегда вот так сзади наперед. Правая стенка находится сзади, левая спереди. Провязываем лицевой за переднюю теперь стеночку. Вот. Значит, если так повернуть, то здесь у нас прибавка лицевой с уклоном наоборот вправо. Здесь прибавка лицевой с уклоном влево. Видите, все расходится от нашей линии реглана. Значит, вы все сделали верно. Продолжаем вязать лицевая на ряд ниже, изнаночная. По рисунку все петельки нашей спинки полностью до следующей линии реглана. Так, довязываем вот изнаночная, лицевая на ряд ниже до регланной линии. Вашу спинку довязала. Прибавка изнаночной с уклоном вправо. Правой спицей подхватываем ниточку из протяжки, одеваем на левую спицу. Так, левая стенка у нас сзади, подхватываем и провязываем изнаночной за заднюю стеночку. Переснять маркер, лицевая на ряд ниже, изнаночная. Так, вот так я разделю, чтобы не подтягивать петельки, так как они не провязаны, подтягивается тяжело. Так, лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже. Переснять маркер, прибавка изнаночной с уклоном влево. Левой спицей подхватываем нить перед вязанием, провязываем изнаночной за переднюю стеночку. Дальше лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже. Довязали до последней петли перед маркером поворота. Так, подхватываем нижнюю петельку, одеваем на левую спицу. Значит, у нас должна быть изнаночная, значит, нить перед вязанием, 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку. Вот так. Так, здесь тяните вот эти нити, и будет все аккуратнее. Так, убираем пока маркер. Вяжем следующие 2 петли, лицевая на ряд ниже, 1, изнаночные 2. Ставим маркер обратно. Так. Это у нас был 5-й ряд с лицевой стороны. Снова мы прибавили петельки с каждой стороны вот нашей спинки. Работу поворачиваем. 6-й ряд у нас с изнаночной стороны. Снимаем первую петлю как лицевую. Дальше вяжем 1 изнаночная, 1 лицевая. Изнаночная, лицевая. Лицевые, обычный лицевой провязываем. Вот лицевая. Смотрите, изнаночная, лицевая. Переснять маркер. Изнаночная, лицевая. То есть у нас четное количество прибавленных петель, поэтому все у нас вот так по рисунку провязывается. Изнаночная, переснять маркер, лицевая, изнаночная, лицевая. Значит, это у нас 6-й ряд.
Так я вяжу полностью по рисунку аж до зеленого маркера. Так, последняя линия реглана. Продолжаем лицевая и изнаночная провязывать до последней петли перед зеленым маркером. Так, подхватываем нижнюю петлю, одеваем на левую спицу. Здесь изнаночные, провязываем 2 вместе лицевой. Убираем маркер, плюс 2 петли. 1 изнаночная и 1 лицевая. Ставим маркер обратно. Это у нас был 6 ряд, работу поворачивайте. 7-8 ряды тоже без прибавлений провязываем. Так, первую петлю снимаем, нить за вязанием, 1 лицевая на ряд ниже, 1 изнаночная, лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже, изнаночная, переснять маркер и продолжается, видите, по рисунку, лицевая на ряд ниже, изнаночная. То есть, так как мы прибавили четное количество петель, 2 петли, у нас рисунок сохраняется. Значит, продолжаем вот так вязать по рисунку все лицевые на ряд ниже, изнаночный обычный, до последней петли перед вот этим зеленым маркером. Так, с другой стороны довязываю изнаночная, лицевая на ряд ниже, предпоследняя. Так, последняя перед поворотом, подхватываем петельку, одеваем, должны провязать ее изнаночной, значит, за заднюю стеночку, убрать маркер, провязываем лицевая на ряд ниже, изнаночная, вернуть маркер. Это у нас был 7 ряд, работу поворачиваем, 8 ряд на изнанке. Так, ниточку назад, первую петлю снимаем, дальше 1 изнаночная, 1 обычная лицевой, не на ряд ниже, изнаночная, лицевая, продолжайте вязать каждую петлю. Вот изнаночная, лицевая, переснять маркер, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, переснять маркер, лицевая. И так дальше. Значит, довязываем снова все петельки полностью за одну петлю до следующего зеленого маркера. Так, изнаночная, за одну петлю довязали, подхватываем петельку нижнего ряда, одеваем, провязываем вместе лицевой за передние стенки. Так, снимаем маркер, плюс 2 петли, изнаночная, лицевая, и одеваем маркер. Значит, у нас должно остаться 8 петелек. 2, 4, 6, 8, а это прибавленная петелька, когда мы вязали с лицевого ряда. То есть 8 плюс 1 прибавленная. Все у вас верно. А с этой стороны просто 8. Чтобы вы не напугались, что на эту сторону на 1 петельку больше. Там вы тоже сделаете прибавку. Значит, повернули вязание. Мы 8 рядов сейчас провязали. Это половинка, так? Следующий 9 ряд, снова прибавка лицевой петли с каждой стороны регланных линий. Первую петлю снимаем. Так, лицевые провязываются на ряд ниже, изнаночный, обычный, изнаночный. Лицевая на ряд ниже, изнаночные. Мы вяжем до регланной линии. Вот. Прибавка лицевой с уклоном вправо, значит, левой спицей подхватить ниточку из протяжки, правая стенка находится сзади, левая спереди, провязать лицевой за переднюю стенку, переснять маркер, лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже. Так, переснять маркер, прибавка лицевой с уклоном влево, правой спицей подхватить, правая стенка спереди, левая сзади, провязать лицевой за заднюю стенку и продолжить вязать по рисунку. 1 изнаночная, 1 лицевая на ряд ниже. Значит, вяжем все петельки по рисунку до нашей линии реглана. Так, довязали. Повторяем прибавку лицевой с уклоном вправо. Подхватываю левой спицей, провязать лицевой за переднюю стенку, переснять маркер. 5 петель вяжем по рисунку, где лицевые провязываются на 1 рядочек ниже, переснять маркер, прибавка с уклоном влево. Вот так, есть. Видите, прибавили тоже. Провязываем дальше изнаночная, лицевая на ряд ниже, все петельки до нашего зеленого маркера. Вот так. Так, изнаночная, лицевая на ряд ниже,
изнаночная, лицевая на ряд ниже. Так, за одну петлю до маркера подхватываем петельку, одеваем на левую спицу, 2 вместе изнаночные за заднюю стенку, снять маркер, лицевая на ряд ниже и изнаночная, одеть маркер. Так, и поворачивайте вязание, первую снимаете, продолжаете вязать по рисунку. Так, не забываем, что у нас с изнаночной стороны после каждого нечетного прибавления, как и следующие ряды с лицевой, подряд будут вот лицевая, изнаночная до маркера, переснять маркер, изнаночная после маркера. Остальные вяжутся по рисунку. Конец 10-го ряда, петельку поднимаем, провязываем вместе с последней. Так, добавляем 2 петли, изнаночная и лицевая. Так, в 11 ряду прибавок не делаем. Первую снимаем, провязываем лицевая на ряд ниже, изнаночная, то есть петельки в наш узор. Также не забывайте, что у вас здесь 2 лицевые подряд. Прибавленная в прошлом ряду провязывается обычной лицевой, прибавленная, не прибавленная, а из регланной линии лицевой на ряд ниже. Так, 5-я вот лицевая на ряд ниже и обычная лицевая. Так, довязывайте по рисунку, так, аж до зеленого маркера. Конец 11 ряда, подхватить петельку, провязать 2 вместе изнаночной, так, плюс 2 петли, лицевая и так, лицевую на ряд ниже не забываем, да, лицевая на ряд ниже, изнаночная. Вот осталось здесь 4 петли, значит с той стороны должно остаться 5 петель. Так, 12 ряд мы работу поворачиваем, нить назад, первую петлю снимаем, изнаночная, лицевая, обычная, выполняем каждую петельку. Не забываем, что с каждой стороны линии реглана у нас будет по 2 изнаночных подряд. Так, это изнаночная вот до маркера, переснять маркер, изнаночная после. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная до, переснять маркер, изнаночная после. Продолжайте вязать просто петельки по рисунку до последней линии перед зеленым маркером. Петельку нижнего ряда от последней петли подхватываем, провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стенку, затем 1 изнаночная, 1 лицевая, осталось вот 4 плюс 1 петля, все верно. Работу поворачивать, это был 12 ряд. В 13 ряду следующее прибавление, это изнаночные петли прибавления с каждой стороны линии реглана. Первую снимаем, лицевая на ряд ниже, изнаночная. Вяжем каждую петельку до регланной линии. Так, вот эту петлю уже провязываем лицевой на ряд ниже. Прибавляем изнаночную с уклоном вправо, значит правой спицей подхватить ниточку из протяжки. Так, одеваю ее на левую спицу. Подхватываем заднюю стенку, провязываем изнаночной за заднюю стеночку, снять, переснять маркер. 5 петель регланной линии вяжем, лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже. После маркера прибавка с уклоном влево, значит левой спицей подхватываем ниточку из протяжки. Так, нить перед вязанием, изнаночной провязываем за переднюю стеночку. Продолжаем вязать по рисунку установленному до следующей регланной линии. Так, перед маркером лицевая на ряд ниже, прибавка изнаночной с уклоном вправо, 5 петель по рисунку, лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже, после прибавка с уклоном влево. Так, изнаночной провязываем за переднюю стенку. Значит, продолжаем вязать по рисунку до последней петли перед зеленым маркером. Вот предпоследняя лицевая на ряд ниже, последнюю подхватываем нижнюю петельку,
одеваем нить перед вязанием 2 вместе изнаночной за заднюю стенку провязали. Так, и еще 2 петли. Лицевая на ряд ниже и изнаночная. Так, вернуть маркер. Так, у нас осталось, видите, 2 петельки. Работу поворачиваем. С изнаночной стороны снять петлю, 1 изнаночная, 1 лицевая. Так, вяжем до зеленого маркера. Так, конец 14 ряда, вот изнаночная, петельку на ряд ниже подняла, провязала вместе лицевой, еще плюс 2 петли, изнаночная, лицевая на ряд ниже. Так, 2 плюс 1 осталось, с этой стороны плюс 1, так как была прибавка. Так, еще 2 ряда, да, 15 у нас и 16 будут вязаться без прибавления. Первую петельку снимаем, 1 лицевая на ряд ниже, 1 изнаночная. Узор выполняем над всеми петлями без прибавок, и узор у нас должен сойтись на регланной линии. Сейчас вот мы довяжем до регланной линии. Так, лицевая на ряд ниже, изнаночная, вот лицевая на ряд ниже, изнаночная, переснять маркер, лицевая на ряд ниже, изнаночная. То есть все сошлось. Продолжайте вязать до следующего маркера. Так, вот лицевая на ряд ниже, подхватываю спод изнаночной петельки, провязываю 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку, зеленый маркер убрать, лицевая на ряд ниже и изнаночная. Здесь уже видите маркер регланной линии, вот регланная линия, но так как мы ее не вяжем, то и прибавок здесь не делаем пока. Мы вот до регланной линии довязали и повернули, прибавки не делаем. Так, возвращаемся в наш 16 ряд, первую петельку снимаем, 1 изнаночная, вот 1 лицевая. Изнаночная, лицевая, то есть вяжем резиночкой 1 на 1 до зеленого маркера вот здесь. Так, конец 16 ряда, последнюю петельку я подхватываю, провязываю вместе лицевой, забираю зеленый маркер, довязываю изнаночная, лицевая на ряд ниже, прибавленную петлю первого ряда мы не трогаем, работу поворачиваем. Так, смотрите, что у нас получилось. 16 коротких рядов, где мы не довязывали наше полотно. Вот так. Выполнила нам вот такой росток. Росток у нас будет вот в таком слегка натянутом виде, так как будет натягиваться под самим весом данного кардигана. И поэтому он будет в длину вот 4 сантиметра, в слегка натянутом виде, даже чуть больше. 4 сантиметра есть. Это дополнительные 16 рядов. Так, вот, видите? Постепенно переходим. Значит, вот мы находимся вот здесь. Теперь мы должны провязать полностью все петли до конца. Мы вот здесь делали прибавки, помните? Сейчас будем делать прибавки вот здесь, первого ряда, да? И затем вернуться снова до конца. Это еще обязательно вот эти 2 ряда. Итого у нас 17 ряд. Так, 17 ряд, лицевая сторона. Первую петлю снимаем. Так, вот у нас здесь прибавки нет. Ну, прибавка есть уже, да, предыдущего первого ряда. Лицевая на ряд ниже вяжем изнаночная до маркера. В 17 ряду мы должны прибавлять лицевые петельки. Получается, что здесь у нас как в первом ряду прибавлено. Вот здесь и здесь будет как в 17. И здесь уже прибавится как в 17. Так. Вот лицевая на ряд ниже и изнаночная. Продолжаем вязать до регланной линии. Вот изнаночная и прибавляем лицевую петлю. Так, лицевая с уклоном вправо, левой спицей подхватить, провязать лицевой за переднюю стенку, переснять маркер. Продолжаем вязать по рисунку 5 петель. Так, после с уклоном вправо, с уклоном влево правой спицей подхватить, провязать лицевой за заднюю стенку. Главное, что я автоматически все вяжу правильно, а язык уже заплетается, потому что вот это все я вот только что за одно видео связала.
Так, много наговорилось. Продолжаем вязать, делаем прибавку здесь и здесь, продолжаем вязать. Здесь я вам покажу уже прибавку, а это самостоятельно. Так, вот смотрите, я довязываю. Вот лицевая на ряд ниже и петля поворота перед последней регланной линией. Видите, вот здесь бы был сейчас зеленый маркер. Тоже я ее поднимаю, провязываю вместе лицевой обязательно. Так, здесь вот сделала одну, вместе провязала и должна сделать прибавку лицевой петли. Так, подхватить ниточку из протяжки. Вот так. И провязать лицевой за переднюю стеночку. Переснять маркер. Лицевая на ряд ниже, изнаночная. Наш 4-й реглан. Лицевая на ряд ниже. Переснять маркер и прибавка с уклоном влево. Так, правой спицей подхватила, провязала лицевой за заднюю стенку. Плюс планка. Планка 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Так. Вот, готово в одну сторону. Вот мы отсюда довязали все до конца. Теперь поворачиваем, тоже довязываем до конца. Сейчас у нас 18 ряд с изнаночной стороны. Первую петлю снимаем. 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вот прибавленная петелька у нас провязывается изнаночной уже по рисунку резинки. Переснять маркер. Изнаночная после маркера, то есть 2 изнаночных подряд, затем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, переснять маркер, изнаночная. Продолжаем вязать. Так, вот это лицевая, она провязывалась у нас с петлей ниже вместе и так дальше. Вот по рисунку мы вяжем. Значит, все вяжем лицевая, изнаночная по рисунку, вот аж вот сюда. Здесь мы тоже будем поднимать петельку, то есть вот полностью всю спинку и рукавчик. Так, вот мы с этой петли начали наш 17 ряд, да? Сейчас 18. Мы здесь подхватываем, одеваем, провязываем вместе лицевой, следующую петлю изнаночной, переснять маркер, изнаночная. Так, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная, переснять маркер, тоже прибавленная петелька изнаночная и 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и вот 13. Так, значит, закончили 18 ряд. Теперь у нас провязались все петельки. Итого, что мы получили? Значит, вот здесь мы прибавили по одной петле. Вот здесь мы прибавили уже 9 петель. 9 минус 1, 8 разницы. То есть на 8 петель на спинке прибавлено больше, чем спереди. Нам нужно всего пересчитать, насколько у нас отстает перед. Смотрите, если мы так вот сложим, реглан к реглану складывается, видите, очень отстает. То есть здесь у нас кроме планки и одной прибавленной петли больше ничего нету. Нужно посчитать, сколько и когда нам нужно напереди прибавлять петель. На спинке у нас изначально было 27 петелек. Добавили по 5 с каждой стороны. Плюс 5, плюс 5. Вот. 37 петель в итоге. Сейчас. Здесь у нас получается 13 плюс 1. Но вот эти 13 платочного узора это 4 сантиметра, а здесь 13 это все 6 сантиметров примерно. То есть мы не можем просто отнять и посмотреть разницу. Мы отнимаем только вот эту дополнительную петельку, которую мы прибавили. То есть минус 2 петли. Раз и два. Минус 2. Так, это 35 петель. И теперь
отнять дважды по 4 сантиметра. Значит, 35 петель нам нужно тоже перевести в сантиметры. 35 мы делим на 2 петли в 1 сантиметре. Получаем 17,5 сантиметров. Сейчас у нас спинка. Сразу себе, насколько это возможно, померите. Вот в нерастянутом виде, видите, 17. Я думаю, что там в растянутом, где леска не сдерживает, были бы все 17,5. Так. Значит, минус 4 с одной стороны, минус 4 со второй стороны. Вот. 9,5 сантиметров нам не хватает. Вот. Можете себе померить. Вот это 9,5 сантиметров, которые нам не хватает, как на спинке. Смотрите, если у вас будут вот так полочки, вот я так покажу, то только 9,5. Если еще накладываться друг на друга, то еще плюс ширина одной полочки. Если хотя бы чуть-чуть, то плюс там сантиметр-два, сколько вы хотите накладку. Так, значит, я сделаю таки накладку на 1,5 сантиметра. Давайте так, заодно закруглим. Итого 11 сантиметров нам не хватает. Делим на 2 полочки. Получаем по 5,5 сантиметров. Так. И умножаем на 2, чтобы в петлях 11 петель прибавить. Такие прибавки я предлагаю тоже делать в каждом 4-м ряду, так же как мы делаем для регланной линии. Таким образом у вас получится вот так легкая V-образная горловина, примерно там на сантиметров 10-12. Если вы хотите более глубокую, то делайте в каждом 6-м ряду. В каждом 8-м это уже будет слишком большая. Значит, смотрите, в каждом 4-м, значит, выполняем в тех же рядах, где у нас прибавка реглана, выполняем и прибавку переда. Так мы точно не собьемся. Значит, у меня провязано 18 рядов, следующие 2 ряда без прибавки, значит, и здесь прибавки не делаю. Так, всего у нас 19 ряд, который вяжется без прибавлений. То есть кромку мы снимаем, 12 лицевых провязываем, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Без прибавок. Лицевая. Так, у нас 2 лицевые подряд, поэтому первая обычная лицевой, переснять маркер, а петелька реглана лицевая на ряд ниже. Изнаночная, лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже. Переснять маркер, лицевая. Продолжаем изнаночная, лицевая на ряд ниже по рисунку, полностью довязывая все линии реглана. Так, я довязываю последнюю линию реглана, вот лицевая на ряд ниже до маркера, переснять маркер, прибавленную петлю лицевой просто. И плюс 13 лицевых, это уже наша планка платочным узором. Так, значит, это мы с вами провязали 19 ряд без прибавок. Вот кромку изнаночный. Готово. Следующий 20 ряд на изнаночной стороне тоже без прибавок. Вяжем по рисунку. Первую петельку снимаем. Так, 12 лицевых провязываем. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Затем изнаночная перед маркером, переснять маркер, изнаночная после маркера. Лицевая, изнаночная, лицевая. Снова 2 изнаночных подряд. Лицевая, изнаночная. Продолжайте вязать по рисунку до конца. Значит, здесь я тоже уже не показываю. Изнаночная, изнаночная, заканчиваем лицевые. Теперь следующий 21 ряд. У нас прибавка изнаночной петли, соответственно, и здесь у нас должна быть прибавка. По рисунку или нет, сейчас посмотрим, я даже уже не помню. Так, начинаем. Первую кромку снимаем, 12 лицевых провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Так, у нас лицевая петелька. Так, значит, мы прибавку делаем изнаночной петли вот до и изнаночной после. Вот эта прибавка только наперед, и она делается с уклоном от планки, то есть с уклоном влево. Прибавить изнаночную с уклоном влево. Это левой спицей подхватить ниточку с протяжки, правая стенка сзади, левая спереди. Провязываем изнаночной за переднюю стеночку. Затем лицевая на ряд ниже.
И прибавка регланной петли. Эта изнаночная прибавляется с уклоном вправо. Правой спицей подхватываем, одеваем на левую спицу, провязываем изнаночной за заднюю стенку. Вот так. Спереди у нас в 21 ряду сразу 2 петельки прибавилось. Переснять маркер. 5 петель по рисунку. Лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже. После прибавка регланной линии, изнаночной с уклоном влево, левой спицей и подхватываем. Провязываем изнаночной за переднюю стенку, продолжаю вязать в узор. Значит, рукав, спинку мы все вяжем по рисунку, делая прибавку, 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 прибавку. И здесь вот я вам еще раз покажу. Так, после последней регланной линии прибавка изнаночной с уклоном влево, левой спицей подхватываю, провязываю изнаночной за переднюю стенку, лицевая на ряд ниже и прибавка изнаночной с уклоном вправо, правой спицей подхватить, провязать изнаночной за заднюю стенку. Дальше лицевыми 13 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Вот. Мы выполнили первую прибавку на полочке. Значит, следующие 3 ряда получается без прибавлений. То есть 22, 23, 24 ряды. Так, 22 первую петельку снимаем, 12 лицевых провязываем, так, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и дальше по рисунку лицевая, изнаночная, лицевая, переснять маркер, так, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и так дальше. Так, после последней линии реглана получаем вот лицевая, изнаночная и лицевая. И дальше последние 13 лицевыми. Значит, это у нас 22 ряд, провязался без прибавок. Следующие 2 ряда, 23 и 24 ряды, у нас тоже будут без прибавок. Вот. Изнаночная, лицевая на ряд ниже, изнаночная, лицевая на ряд ниже по рисунку. Значит, самостоятельно вяжем 23 и возвращаемся в 24 ряд. Вот 23 и 24 ряды я провязала. Следующий у нас 25 ряд. Делается прибавка лицевых петель, значит, и на планках мы делаем прибавку. Итак, начали. Первую петлю снимаем. 12 лицевых. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Прибавка лицевой петли. Значит, лицевая, уклон должен быть влево. Соответственно, правой спицей подхватить ниточку из протяжки, одеть на левую спицу, провязать лицевой за заднюю стеночку. Дальше изнаночная, лицевая на ряд ниже и изнаночная. Так, прибавка лицевой с уклоном вправо. Значит, левой спицей подхватываем ниточку из протяжки, провязываем лицевой за переднюю стеночку. Вот. Дальше переснять маркер. 5 петель по рисунку, где лицевые провязываются на ряд ниже. Переснять маркер, прибавка с уклоном влево. Правой стенкой подхватить, провязать лицевой за заднюю стенку. Продолжаем вязать по рисунку. Так. Повторяем такие прибавки с каждой стороны каждой линии реглана для остальных 4 линий реглана. Вот последняя линия реглана. Здесь прибавка с уклоном влево лицевой петли. Так, дальше 3 петли резинкой, изнаночная, лицевая на ряд ниже, изнаночная и прибавка лицевой с уклоном вправо. Левой спицей, видите, я подхватываю, провязываю лицевой за переднюю стенку. Заканчиваю все петельки лицевыми. Значит, сейчас я выполнила уже вторую прибавку на полочке. Так вот, лицевыми до конца. Вот готово. И снова следующие 3 ряда мы просто вяжем по рисунку. Значит, у нас здесь должно быть 2 изнаночных подряд. Да? Кромку снимаем, 12 лицевых провязываем. У нас 26 ряд. Так, дальше изнаночные,
лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная до маркера, переснять маркер, изнаночная после маркера. И так дальше вяжете регланную линию. С каждой стороны у нас каждый будет изнаночная. Довязываем до конца, значит это на 26 ряд. Здесь тоже понятно, просто резиночка плюс платочная вязка. 27 ряд и 28. Еще в 27 ряду с лицевой стороны кромку сняли, смотрите, 12 лицевых, провязали. А дальше, вот это, несмотря что она недавно прибавлена, мы ее сразу провязываем лицевой на ряд ниже, то есть по рисунку. Изнаночная, лицевая на ряд ниже, изнаночная. А вот эту провязываем обычной лицевой, так как после у нас лицевая на ряд ниже. То есть понятно, да? Здесь не нужно обычной лицевой, сразу вставляете ее в узор. И так дальше. Вот. Лицевая на ряд ниже, после обычной лицевая. То же самое с другой стороны. Так, значит, это 27 ряд, возвращаемся 28 ряд по рисунку. Вот я провязала ряды просто по рисунку. Следующий 29 ряд, снова у меня прибавка, кромка, 12 лицевых, прибавка изнаночной с уклоном влево. Тоже выполняю как раньше, то есть повторяю прибавки. Лицевая на ряд ниже по рисунку вяжем. Изнаночная, лицевая на ряд ниже, изнаночная. Здесь тоже лицевая на ряд ниже. Прибавка так с уклоном вправо. Так, правой спицы подхватила, провязала изнаночной за заднюю стенку. То есть уже прибавка регланной линии. Вот с одной, затем с другой стороны и так дальше. То есть повторяем прибавления вот здесь. Считаем их обязательно, сколько мы прибавили. Вот так. Вместе с прибавкой регланной линии. Итак, я прибавила 11 раз петельки на каждой полочке. Значит, смотрите, сейчас у нас длина вот здесь на планке 10 сантиметров. Конечно, здесь будет больше. Кроме того, что я заканчиваю прибавки на планках, продолжаю только на линии реглана, я и меняю цвет нити. То есть мы вяжем полосками, я добавляю ниточку молочно-белого цвета. Итак, смотрите, эту ниточку просто обрезаем, оставляя небольшой хвостик. Все концы нитей мы будем прятать в конце видео. Я вам все покажу в конце последней, наверное, части, как прячем нити. И соединяю нить молочно-белого цвета. Чтобы получить красивую кромку, я вот последнюю петлю провязываю на ряд ниже лицевой, снимаю и розовую нить отпускаю. То есть получается, что я кромку провязала вот белой нитью. Теперь два конца перебрасываем через рабочую нить. Вот. Там потом мы их зафиксируем. Продолжаю вязать нитью белого цвета. Итак, 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Обязательно смотрим, что у нас изнаночная после планки. То есть одна изнаночная, одна лицевая на ряд ниже. Здесь прибавки более не делаем. Продолжаем вязать по рисунку. Одна изнаночная, одна лицевая на ряд ниже до регланной линии. Вот сюда. Так, вот изнаночной закончили. Прибавить должны лицевую петлю. То есть прибавляем сначала с уклоном вправо лицевую, переснять маркер, 5 петель вяжем наш установленный узор, переснять маркер и прибавляем петлю с уклоном влево. Здесь все как ранее. Прибавки также делаем в каждом 4-м ряду. Видите, новым цветом нити. Все вы далее вяжете. Так, вот наши две нити здесь вот так остаются. Так, смотрите, как интересно получается. Полотно очень мягкое. Значит, сколько всего в высоту вязать? Ну, здесь для каждого размера свое. Для размера S вяжем 21 сантиметр. Вот сейчас как раз для S у меня связано. Там для M 23, 25 и так дальше. Выкройку я вот вам даю. Значит, смотрите, пока вы связали, у вас здесь для каждого размера все будет больше и больше прибавленных петель. Смотрите, какая нужна ширина. Вот 44 сантиметра мне нужна для эски. Сразу я 44
умножаю на плотность вязания. Это должно быть здесь 88 петель. Так, значит, все, что не достает, мы набираем дальше для проймы. Так, это я прочитала эску, я не вяжу эску, это к примеру. То есть дальше мы вяжем планку, вот эти все петельки рукава отложить, вместо них набираем недостающие петли, вяжем спинку, рукав отложить недостающие петли и довязать полочку. И так для каждого размера, согласно выкройке, вы пересчитываете, сколько нужно, и довязываете. Сейчас всем большое спасибо. С вами была Катерина Мушин. Это канал Школы вязания Наша пряжа. Всем до новых встреч!